Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Хочу вам сегодня показать, как связать вот такую кромку, вот такую красоту для детских вещей, замечательно подходящую, где-то, может быть, для кружевного начала, вернее, кружевной обработки подола или низа рукава, если вязать снизу вверх. Так вот выглядит на 50% хлопка. Толщина нити, значит, в 100 граммах 245 метров. Значит, это стопроцентный акрил. Толщина у него 250 метров в 100 граммах. Значит, вот этот образец оранжевый связан на спицах 3, а вот этот образец связан на спицах 3,5. И показывать я буду на пряже толщиной в 100 граммах 200 метров, 50% шерсти. Она немного потолще, так лучше показывать. Каждый раппорт вот одной такой волнушечки, раппорт одной, 10 петель и 4 ряда. Но мы должны добрать еще одну петлю для симметрии в конце. Вот, то есть всегда мы набираем, например, если нам нужно 3 волнушечки, это будет 31 петля, 4 волнушечки 41 петля, 5 51 петля и так далее. Но в итоге вы не получите то же самое количество петель. Расскажу об этом в конце видео, сколько получите. Значит, вот сейчас я хочу показать вам 3 таких вот волны. Набираю я 31 петлю соответственно. Обычным классическим способом наберу. Но единственное, набираем мы на 2 спицы. Первую петлю набираю на 1 спицу. Подставляю вторую спицу. Теперь 29 петель. Вот первую набрали. Теперь еще 29 петель я набираю на 2 спицы. Вот таким образом. Наберу 29 петель, мы с вами встретимся снова. Вот я набрала вместе с первой 30 петель. Первую набрала, потом еще 29 на 2 спицы. Теперь вынимаю ту спицу, на которой нет первой петли. Вынимаем другую противоположную спицу и добираем еще одну петлю на 1 спицу, теперь уже снова. То есть первая и последняя набраны на 1 спицу. Итого 31 петля набрана. Вы можете набирать как угодно, можете сразу на 2 набирать, но я вам советую набирать все-таки на 2 спицы. Значит, снимаем, не провязывая первую петлю. Далее 9 петель мы провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь снимаем 1 петлю, не провязывая нить за работой. Мы сейчас в лицевом ряду. Еще 9 петель провязываем лицевыми. 2, 3, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали. Снимаем 1 петлю, не провязывая нить за работой. Еще 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петля. Провязали. Оставили нить за работой. Последнюю петлю снимаем, не провязывая. Первую, последнюю мы не провязываем. Так, повернули работу на изнаночную сторону. На изнаночной стороне, вы помните, мы не провязывали последнюю. Мы ее снова снимаем, не провязывая. И далее тоже провязываем, переносим нить назад и провязываем 9 петель лицевыми петлями. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Вот снятая петля, мы ее снова снимаем, но нить уже перед работой. Мы в изнаночном ряду. Нить всегда будем оставлять протяжку в изнаночном ряду. Снова провязываем 9 петель лицевыми.
Дошли до снятой петли. Снимаем ее снова, не провязывая нить перед работой. 9 петель с левой спицы. Снова провязываем. Провязали, нить перед работой сняли, не провязывая последнюю. Сейчас мы в третьем ряду. Снимаем кромочную, снова не провязывая. Сняли первую петлю, опять не провязывая. Далее провязываем 9 петель лицевыми, но дважды обернув спицу. Вот таким образом до конца ряда мы будем провязывать, дважды обернув спицу. 9 петель. Дошли до снятой петли, снимаем ее снова, не провязывая. Далее снова провязываем лицевыми, обернув дважды правую спицу. Так, дошли до снятой петли, снимаем ее снова нить за работой, мы в лицевом ряду, поэтому оставляем нить за работой. И также провязываем 9 петель, обернув дважды правую спицу. Провязали последнюю лицевой, дважды обернув. Мы в лицевом ряду снимаем петлю, последнюю нить за работой. Поворачиваемся. Мы в четвертом ряду, в последнем ряду наборного вот этого края, кромки. Мы провязываем первую изнаночной петлей. Провязали. Теперь мы должны добрать 3 петли вот таким образом. 2, 3. Добрали 3 петли. Теперь мы должны снять 9 петель на правую спицу, распустив их. Ничего с ними пока не делаем, просто распускаем 9 петель. Так, дошли до снятой. Здесь вот у нас 9 петель сейчас. Возвращаем их на левую спицу. Все 9. Так, надо посчитать. 7, 8, 9. Вернули на левую спицу. Теперь переносим нить вперед и провязываем все 9 петель. Не просчитаемся. 9. Изнаночной петлей. Так, зацепились. Снимаем со спицы, расправляем вот таким образом. Подтянули и затянули. И теперь вот перед и после каждой волнушечки, да, когда мы 9 петель соединили вместе одной изнаночной, мы должны перед ней и после нее набирать 3 петли. Добираем 3 петли. 1, 2, 3. Вот она, снятая петля. Ее мы провязываем изнаночной. Провязали. После нее, после этой петли, мы снова добираем петли. 1, 2, 2, 3. Добрали. И должны снять снова 9 петель на правую спицу, распускаем. Распускаем. Ориентиром будет снятая петля, когда мы до нее дойдем. Вот мы дошли до снятой петли.
Вот 9 петель. Теперь мы их все возвращаем на левую спицу в распущенном виде. Не просчитаться. Так, 9. Вернули на левую спицу. Переносим нить вперед. И все 9 петель провязываем изнаночной петлей. Снимаем со спицы, расправляем вот так вот и затягиваем. Снова добираем 3 петли. 1, 2, 3. Добрали. Снятую петлю провязали изнаночной. Теперь мы должны добрать 3 петли. 2, 3. Теперь снова снимаем все 9 петель на правую спицу, распуская. Распустили 9 петель. Возвращаем на левую спицу. И провязываем все 9 петель изнаночной, снимаем, расправляем петли и затягиваем. Теперь добираем еще 3 петли. 1, 2, 3. И последнюю провязываем изнаночной. Теперь мы в лицевом ряду мы закончили формировать кромку. Сформировали кромку. И теперь просто вы вяжете по своему узору. Ну, к примеру, это будет лицевая гладь. Я провязываю лицевой гладью несколько рядов, возвращаюсь к вам. Вот сейчас я провязала один ряд лицевыми петлями. Мы сейчас на лицевой стороне, то есть ориентируемся, если по хвостику, он у нас справа. Ну, у меня привычная сторона, да, когда справа, это лицевая. Значит, мы начинали с 31 петли, пересчитываем петли. Так, 4, 8, 10, 14, 25 петель. Значит, из каждой 10 получилось 8. Одна петля, она неизменна, которую мы прибавляли. То есть, если у нас был раппорт из 30 петель, да, то есть 3 раппорта, 30 петель, то мы должны были получить из каждого из них по 8. 8 на 3 это 24. И одна петля, которую мы всегда прибавляем в конце для симметрии. То есть, если вы набираете, например, 101 петлю, то получите вы в итоге 101, это то есть 10 вот таких волнушечек, плюс 1 для симметрии, то в итоге вы получите 81 петлю. Вот таким образом такие вот подсчеты. То есть из каждых 10 мы получаем 8 петель плюс 1 уже в конце, после всех раппортов. Вот. Ну, то есть вы будете знать, сколько петель вы получите в итоге, когда сделаете набор. Поэтому можно будет вам регулировать, да, свое количество петель и набор тоже. Еще раз покажу образцы, которые показывала до этого. Это 100% акрил. Это 50% хлопка, 50% акрила. И вот образец, который я сейчас вязала, вам показывала. Вот так выглядит. Хочу сказать, что обратная сторона выглядит нисколько не хуже. Обе стороны могут быть лицевой. И вот еще хочу заострить ваше внимание. Каждый раз нам нужно добирать 3 петли между каждым провязыванием. То есть 3 петли здесь, 3 петли, после этой петли тоже 3 петли. Везде должно быть 3 петли добрано перед каждым провязыванием петель. Вот таким образом, посмотрите, надеюсь, это видео было вам полезным.
узор вам понравился. Вот такая красивая кромка. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!